У нас начинается облагораживание территории, то есть будет разделено на 3 части. Хозчасть — это где животные, потом там за трактором это будет огород, и вот здесь я нахожусь, вот этот забор до дома, вот эта вся территория, это у нас будет чистая зеленая территория. И здесь же мы начали строить вольер для собак, чтобы был порядок. Вот именно про вольер я вам сегодня и расскажу. Добрый день, друзья мои. Вроде ничего особенного. И как бы поначалу подумал, да что тут про него рассказывать? 2 слова и все. Нет, походил, подумал, покумекал. Елена Владимировна пару мыслей подсказала. Надо финансовую составляющую сначала вывести. Потому что начали мы делать, это оказалось не совсем бесплатно и далеко даже не бесплатно. Поэтому я сейчас поочередно, что делалось, что покупалось, что зачем, почему и сколько все это стоит. Ну и, как обычно, для чего все это. Ну, понятно, что для собак. Но почему я отказываюсь от того, чтобы они ходили свободно по территории? Сейчас все узнаете. Аюна у нас. Вот она. Аюш, покажи личико. Ты тоже сегодня желаяла. Аюна у нас хулиганка. Если Батыр находится на территории, и у нас даже бывают задние ворота открыты, он не уходит. Аюна, если даже все закрыто, она находит дырочку или сама ее делает, то есть подкопчик какой-то, и с территории. Поэтому буду рассказывать сегодня, как мы строим вольер. Ну, для чего я уже вам объяснил, для Аюны в основном. Вот, ну, надо рассказать, во сколько это удовольствие обходится. Я уже не говорю, во сколько обходится удовольствие содержания 2 таких собак. Я где-то в шутку сказал, что они за год быка съедают. Ну, блин, шутка оказалась реальностью. Они, правда, если в пересчете на объем или на деньги, они реально съедают быка. Поэтому ставим столбы, чтобы они меньше бегали и меньше тратили энергии. Может, жрать будут меньше. Батыр у нас умница, да, Батыр? Батыр, скажи, что ты умница. Пофиг. Собака сама по себе идет по своим делам. Никто на нее не обращает внимания. А если кто-то обращает, то он однозначно ни на кого не обращает, да? Иди ко мне. Ух ты. Мордочка любимая. Ты монгол. Ты монгол, а? Настоящий монгол, скажи. Не, Батыр не настоящий монгол. Аюна настоящая монголка. Знаете почему? Когда-то видел кино, не помню, как называется, или монгол, ну что-то про Чингисхана связано. Вот. И там, оказывается, я никогда не знал раньше, оказывается, монголы грозы боятся и молний там. По фильму там они все падают. Ну, короче, боятся. Один Чингисхан не боялся, потому что он сидел где-то в тюрьме, и прятаться негде было, и он понял, что молния убивает не всех. Вот Аюна, если, например, она услышит где-то, даже вот лайнер летит далеко-далеко, или там низколетящий какой-нибудь самолетик, все, у Аюны паника, ей надо куда-то зашкериться. В основном она залазит под крыльцо, или в летней кухне, или в сарае. Вот. И не дай бог начинается гроза с громом. Она просто сходит с ума. Она, я не знаю, как это выразить, но у нее паника прям офигенная. Вот. И поэтому надо сделать вольер хороший. Надо сделать хорошие будки или купить. Это мы потом посмотрим, чтобы ей было где прятаться. Вот. А Батыру по барабану. Гром, молния, дождь, ходит. Видите? Надо что-то порыть. Надо что-то залезть. Акела, ты куда полез? Ну, попробовать надо. Запах нового песка, щебенки. Надо везде полазить. Так, ну давайте по материалам. Сначала мы определились с размерами. Так как площадь участка у нас позволяет, и собак 2,
мы решили сделать вольер вот такого размера. Между столбами 2 метра, то есть это 6, ну и здесь 8. 6,8, 48. Ну, практически как хорошая двухкомнатная квартира. У нас одна есть 44 квадрата, здесь 48. Так, определились. Значит, здесь у нас будет калитка. Значит, нам понадобилось 14 столбиков. Нашли мы ребят в Новосибирске. Сделали они, приварили одну планочку сюда, вторую сюда. И так же самое здесь и здесь. Сделали угловой столб, то есть такая же планочка здесь и здесь. Ну и столбы, которые получаются у нас торцевые, конечные. Здесь ничего нету, только с одной стороны. Вот. Для чего это сделано, я сейчас вам покажу. Весь вольер у нас не готов, на это еще надо время. Вот. Но концепция вольера будет вот такая вот. То есть высота у нас получилась 1,80 м. Здесь одна палочка, вторая, третья досточка. Они вставляются вот в эти пазы. Ну и здесь, соответственно, будет засверлено и закреплено. И сетка. Так, ну а теперь все по порядку. Что, чего, как и почем. Смотрите, столбики у нас 3-метровые. Взяли мы мотобур, забурились 250-м буром, но другого не было в наличии. Вот забыл сказать, столбик 80 на 80 миллиметров получается. Забурились, метр в глубину, получается, может даже 1,20 м примерно. Вот. Ничем не бетонировали, ничего не делали, засыпаем просто отсев. Столбик я качаю, засыпаем отсев, трамбуем, засыпаем, трамбуем. Так он и будет стоять. В чем плюс этого метода от бетонирования? Весной, осенью, когда грунты гуляют, идет вспучивание земли, ваш столб остается на месте. То есть просто поднимется грунт вместе с отсевом, опустится, будет гулять, играть, дышать, как хотите называйте, столбы будут стоять на месте. Это проверено. Вот эта вся конструкция сделана именно по такой технологии. Весь вот этот навес. Так, ну и получается материал столбы плюс сварка плюс полимерка. 14 столбов обошлось нам в 60 тысяч рублей. Вот. Это как бы самое такое дорогостоящее. Потом второе, что было приобретено, это доска. Доска сушеная, доска там калиброванная, или как она называется. Ну, получается, палубная доска она называется. 28 миллиметров толщина. Купили мы за нее что-то... мы за нее дали 22 тысячи. Прибавляйте. Вчера я поехал за оцинковкой. Тоже, что только мы не смотрели. Хотели рябицу сделать. У меня вон там на краю участка стоят секции. Еще старая советская рябица. Рабица. Черт, не русский. Вот. Я померил штанги циркулем. Получается 3,6 миллиметра. И она такая более-менее, она еще оцинкованная, советская. Начали смотреть, сейчас 1,8 миллиметра, то есть в 2 раза тоньше. Ну там смотреть не на что. 2 раза батыр на задние лапы встанет, обопрется и вытянет, вырвет ее всю. Позвонили, ребята делают сварные вот такие сетки. Получается 2 на 2, ячейка 50 на 100, я уже говорил, когда привез. 39 тысяч рублев. Чтобы доска не гнила и все было классно. И цвет нам такой нравится, потемнее. Купили мы пропитку. Специальная пропитка от гниения, я так думаю. Саморезы, пропитка, что-нибудь еще, короче. В общем, еще 5 можете прибавлять сюда смело. Да, вот то, что въездил в город, на бензинчик, вот на это, на все, на дистопливо. Вот 60, 22, 39 и еще 5 сверху.
это только материалы. Нам еще повезло, что у нас недалеко нашелся карьер. Там есть камень. Там есть вот такой отсев с мелким камушком, с щебенкой. Это нам как бы досталось бесплатно. Сейчас мы спланируем вот эту всю, получается, территорию. Сделаем, у нас будет сделано с уклоном. У нас туда низинка. Сделаем немножко с уклончиком. Вот, и распланируем, утрамбуем. А камень мы будем ложить вот так вот вдоль всего периметра. Вот такой камень. Потому что Аюна собака дикая. Она роет. Ну вот пусть гранит науки погрызет и пороет. Так, что я еще хотел рассказать? Вольер. Вольер почему, собственно, такой большой? Ну, как я уже сказал, 2 собаки. Пока у нас вот Аюна сидит на цепи. Батыр себя чувствует здесь замечательно. Ну, это только он так считает. Что мне нравится, что он никуда со двора не убегает. Кто-то там зашумел или подошел, он бежит туда, лает. Если кто-то сзади подходит, он бежит туда, лает. Это все замечательно, меня это все устраивает. Но он, гаденыш маленький, вырос и стал... О, видите, только кто-то там зашумел, все, Батыр, тык, и полетел. А он стал хулиганить. А что он стал хулиганить, я сейчас вам покажу. Как бы я говорю, он меня не напрягает, то, что он находится здесь на территории. Аюну я 100% сразу посажу туда. А его могу еще подержать. Но он в этом году, сейчас вам покажу, что натворил. Видите, гладиолус лежит. Он его просто взял и откусил. Мы сами лично видели. Вот. Здесь он вырыл яму. У гортензии были видны корни. Я принес. Здесь он просто решил полежать. Здесь он тоже просто решил полежать. Вот. Но это ладно сейчас. Здесь как бы гладиолусы, я за них вообще не переживаю. Они выкопаются, весной луковицы опять посадятся. Это мелочи. Но если он начнет портить гортензии, то Елена Владимировна его не знаю, что с ним сделает. Ну, соответственно, сначала со мной она что-то сделает, если не будет вон того вольера. Вот. Но он теперь будет. Так что получается, при этом еще, если их отпускаешь с Аюной, у нас, видите, все цветы стоят вот в таких вот, в решеточках. Это только ради того, чтобы они не носились. И они, когда начинают играться здесь им места мало. Все ломается, все рушится. Поэтому мы решили, что у собак должно быть свое место. Пока Аюна у нас еще ни разу не гуляла, то есть она гуляла, она ни разу не крылась, она ни разу не щенилась. Вот. Пока они могут находиться вместе. Если вдруг, дай бог, конечно, если она когда-нибудь понесет от Батыра, я этот вольер разделю на 2 половинки. Как бы уже концепция есть, мне там просто вкопать 2 столба и натянуть такую же сеточку сделать. Это как бы не сильно сложно. Но это на будущее. Пока все хорошо у них, то есть любовь есть, детей нету, значит будут жить вместе. Как только начнет подозрение, что появятся дети, значит мы Батыра на время убираем или Аюну убираем, разгораживаем, потом обоих опять садим вольеры, только уже по 2 разные стороны. Несмотря на весь мой пофигизм и любовь к животным, особенно, как бы, я не люблю, чтобы собакам ограничивать сильно пространство. Они очень замечательно себя здесь чувствовали, не считая того, что Аюна убегала. Батыр вообще красавчик, все делает хорошо. Ну вот, начинается, я говорю, то по цветам пробежится, то где-то яму вырыет. При этом они где-то могут, хотя вот у Аюны там, прям там место в кушарах, она всегда туда в туалет ходит. Ну, бывает, нет, и где-то и какашку увидишь. А как я вам выше сказал, что здесь у нас должна быть чистота и порядок, и зеленая зона, и лужаечка должна быть так, чтобы Елена Владимировна своими ножками прошла босиком по травке и не наступила ни в какую мину. Опять же, это все потом отразится на моем эмоциональном здоровье. Вот, дабы этого не случилось, мы делаем вольер.
Может, кто-то скажет, делать нечего, может, кто-то скажет, дорого. Но, ребята, я уже устал, если честно, делать все абы-кабы. Уже охота сделать один раз и надолго. Я не говорю, что навсегда. Ничего вечного не бывает. Но хотелось бы сделать один раз и надолго. Пусть будет так. По-другому уже все равно все материалы куплены и столбы уже стоят. Будет именно так. Давайте немножко про характер собак. Я начал и отвлекся. Вот. Собаки спокойные, уравновешенные. Я уже проверял на себе. Зимой темнеет, я с того сарая иду, здесь двор освещается, там темно. Я ногами потопаю, Батыр слышит, что что кто-то идет. Он начинает лаять. Вот. Он потом, я все ближе подхожу, свет же падает, он все равно, я вижу, что он меня уже видит. Но я походку меняю, я так иду, как уволень какой-то, чтобы он меня не узнавал. Вот. И он вот бездумно, он не летит на тебя, не начинает там агрессию рвать там это. Он просто лает, он обозначает территорию. Вот. Если человек с какими-то дурными намерениями, я не знаю, остановит его поведение собаки или нет. Но если человек просто по незнанию или так, мелкий хулиган какой-то, то я думаю, я бы, например, не рискнул идти дальше на такую собаку. Вот. Ну, в дальнейшем, когда я все ближе подходил, он стоял, лаял, все, и я уже выходил на свет. Видать, он меня узнавал, или, может, запах уже ближе появлялся. Вот. И он уже видел, что это я, и все, он как бы переставал лаять, подбегал и уже хвостом виляет. Собаки аборигенные, собаки, как говорится, своенравные. Если, опять же, вот возьмем, к примеру, овчарка, например, немецкая, будет считать, что она без вас прожить не может, и она всегда должна быть рядом с вами, то вот этому, особенно вот этой вот, ей вообще пофиг. Она считает вас хозяином, она слушается, все, не вопрос. Вот. Ну, если она не захочет, будете кричать «Аюна, Аюна», «Батыр, Батыр». Ну, Батыр еще более-менее, у него какой-то характер более покладистый. А это фиолетово. Она пойдет по своим делам, и пока она не сделает и не решит, что вы достойны, чтобы она к вам подошла, она будет так себя вести. Тренировки, они поддаются. Не скажу, что прям очень хорошо. С Аюной мы ездили к кинологу, занимались, потому что это вообще была такая своенравная девочка. Вот, нам надо было послушание, чтобы она на поводке ходила. Вот, нам надо было, чтобы она там сидеть рядом. Вот, ходить можно было. Вот для этой цели мы ездили. Научилась она сейчас на поводке замечательно ходит. Вот этого балбеса мы учили уже сами. Ну, это, не знаю, это какой-то шалопай. Оденешь поводок, он идет, но он тебя будет тянуть в разные стороны. Все. Может от того, что еще молодой был. Вот. Сейчас мы уже давно этим не занимаемся. Он ходит по территории у нас. Нам некуда ходить, да, Ботов? Вы голодные, а? Врете вы все. Сейчас она тебе даст джазу. Не лезь к ней, а? Вот видишь, ты мешаешь ей. Видишь, дама обедает. Батыр добряк по своей сути. А Юна немножко такая, она хитрая. Во-первых, она с хитрецой. Во-вторых, она немножко такая, как женщина. Вот знаете, вот женщина хитрая и немножко стружит мужика. Ну или пытается. Вот, а Батыр такой, вот так вот. Ему вот одень какой-нибудь этот балубончик. Будет вот так вот бегать. Вот зараза. Вот лежала. Это чья-то голова. Ну, не знаю, там баранья или козлячья, не знаю. Вот лежала уже неделю. Ну, Костомаха. Никому не нужна была. А Юна стала есть, Батыру надо забрать обязательно. Так, что? Самый еще главный был критерий при выборе собаки, чтобы она была волосатая. Потому что в квартире, в доме держать мы не хотели. Хотели, чтобы они были на улице. Вот, и тоже оправдали наши надежды. Вот в этом месте Батыр проводит практически всю зиму. Бывает, выйдешь, снег под ним потаял, аж лед образовывается.
Вот. И есть помещение, куда, ну вот, конечно, в самый лютый мороз мы запускали вот сюда, вот веранду их. Вот. А так на улице постоянно. Не боятся холода, не боятся снега, дождя. Вот, прекрасно себя чувствуют на улице. Делаем прививки от бешенства раз в год, глистогоним. Вот. Больше никаких процедур не проводим. Собаки крепкие. Вот. Иммунка хорошая, слава богу. Ничем не болеют, ведут активный образ жизни. На козьем молоке, домашних куриных и перепелиных яйцах мясо едят. Когда режем, например, барашку, вот, бывает, голову притащат, сами ходят за ней, голову съедают. Вот сейчас вот уток убираем, утиные головы едят, утиные лапки едят. Так что вот такие вот у них предпочтения. Никаких овощей и каш мы им не варим. Это собака. Это практически... Они волкодавы, между прочим. Вот. Кашами мы их не балуем. Они должны есть мясо. Когда... Вот в этом году был случай. Когда большие гуси, утки ходят, батыр заходит в загон, вообще пофиг. У него нету, я говорю, у него нету азарта догнать гуся, там, поранить его, там, отгрызть ему голову. Он к ним абсолютно равнодушен. Не знаю, может это потому, что он знает, что это наши, но я в этом мало сомневаюсь. Потому что года 2 назад сосед ругался, что Аюна курей гоняла. Вон наши ходят, Аюна к ним вообще равнодушна, а соседских гоняла. Вот. И вот здесь вот были гуси маленькие, где-то нашли отверстие, 6 гусят ходят. Вот. Или это была калитка открыта, или сарай был открыт. Ну, у батыра свободный доступ был. Я утром прихожу, он ходит, рядом гуси ходят, и он ходит. Вот. Он даже ради азарта никого не загрыз, не задрал. Ну, не дай бог, будет бежать крыса или мышь. Все, ей просто от батыра не уйти. Очень хорошие охотники в плане того, что они прям крысоловы. И вот когда мы с Александром познакомились, он рассказывал, он очень часто ездит в Монголию, выступает со своими собаками, у него вообще умнейшие. То есть он защитил все эти, как КМС, там, ПМС, ММС, ну все, в общем, защитил. У него собаки прям послушные. Вот. И он в Монголию ездит, общается с заводчиками именно этой породы. И вот он говорит, монголы, когда идут на пастбище баранов пасти, еду собакам абсолютно не берут. Это их зона ответственности прокормить себя сами. То есть, говорит, суслики, тарбаганы, ну это сурок по-русски, лиса, задерут волка, стаи волка съедят. Вот. Ну, никому, ни у кого не секрет, что если большая отара идет где-то, окоты происходят в дороге, там падеж есть, доедают все. Поэтому проблем у них с питанием нету. Сами себе добывают. Еще что прикольно, у них очень хорошая усвояемость пищи. То есть, ну, к примеру, давайте возьмем, если, например, какой-нибудь крупной собаке, овчарке, алабаю, там, неважно кому, кавказцу, надо, чтобы накушаться, ну, грубо говоря, килограмм мяса, то вот этим ровно в половину. Голова утиная, вот она весит грамм 200, ну максимум 250, но это прям максимум. Вот. Утром, сегодня, к примеру, иду рубить утят, ну, уток, 2 штук зарубил, беру 2 головы, одну аюне, другую батыру. Съедают, прям вот ждут, видать, хотели кушать, ну, проголодались. Съели. Опять иду, потом через какое-то время еще 2 рублю, даю, все, вообще в рот не берут. Забираю, уношу, отдаю поросятам, потому что мухи там все такое. Вот. То есть они, получается, насытились вот этими 250 граммами. Ну, к вечеру могут еще что-нибудь поклевать, там бабушка им даст. Вот. А так ездим, покупаем им кости, обрезки или там не обрезки, что подешевле. Где говядина попадается, где свинина. Берем такое, ну и кушают они замечательно. Но я же вот смеюсь, что, грубо говоря, 2 собаки в день, ну, пусть в среднем килограмм съедают какой-то еды там, или это мясо на кости, или там вот эти же головы, или лапки. Зима начнется, бабушка им будет гусиные лапки варить, и головы варим им гусиные.
В прошлом году 200-литровая бочка голов была. Это осталось только. Это то, что за зиму не съели. Выкидывал по весне. Вот. И я такой говорю, так, килограмм в день вы съедаете какой-то еды. 365 дней в году. Я говорю, вы быка съедаете. И такого доброго быка. Не бычка, там, подрощенного 200-250 килограмм. А прям четкого быка-быка. Вот так вот содержание таких двух красавцев. Тоже надо рассчитывать на это. Слышь, добряк. Добряк. Ты что здесь прилегла, а? Притихонилась. Че притихонилась-то, а? Опять траву ешь? Че у тебя глаза такие грустные, а? Че ты вот такая грустная по жизни? Ты вон посмотри на Батыргана, а? Смотри. Ну, видишь? Привет, Батыр. Что-то там... Чего у тебя там во рту? А? Застряло что-то, что ли? Дай за морду подержусь. Вот Батыр всегда дает так, а ты вот почему такая, а? Бестолковка-то маленькая. Смотрите, как они любят. У меня 2 перепелиных яйца. Аюна, Батыр, на! Яйцо кто хочет? Аюна, на! Батыр уже сидит. Сидеть! Ну-ка, фу! Аюна, на! На яичко, Аюша! Это теперь не даст. Вон она. Вот, сидеть! Сидеть, голова! Убьете меня нафиг. Держи. Аюна, на! На! Хоть куриные, хоть голубиные, хоть перепелиные. Без разницы, какие яйца они очень любят. Батыр, не уходи. Она же маленькая. У меня еще есть. Батыр, Батыр, смотри, что есть. Сидеть. Сидеть, я сказал. Сидеть. Ты меня послушаешь или нет? Сядь. Аюш, на еще одну. Сегодня праздник. На, Аюш, на еще. Тебе так просто, там, без команды. Ты умный. Ай, осторожно. Кушай. Все, все, хватит, хватит, хватит. Все. Молодцы. Молодцы. Батыр, не лезь к ней. Собака. Батыр. Красавец. Вытри губы. Весь в яйцах. Да куда ты? Куда ты лезешь? Все? Вкусно было? Ну теперь бегите, играйтесь. Гортензии не сломайте! Какие-то яйца возбуждающие получились. Бух. Вот поэтому мы и взяли вторую собаку, чтобы они вот так вот немножко проводили время, чтобы им было как поразвлекаться, как будто бы. Одной собаке все равно скучно. Лапами обнял. Ну, Батыр, конечно, в 2 раза больше. Я его поднять уже, наверное, не смогу. Он тяжелый. Ну, Аюна бывает, он, конечно, хоть и это, но Аюна его бывает и это подстрожит немножко,
чтобы знал свое место. Она на год старше его. Ей вот 3 года исполнилось, ему 2. Красивые собаки. Мне такой расцвет вообще нравится. Окрас, если правильно говорить. Вот зимой они что вытворяют. Примерно то же самое, только в снегу. В снегу вообще классно. Первый год, когда взяли Аюну, хорошенькая такая была, умничка. Маленькая, потом росла. Такая и мордочка красивая, и сама. Но джазу она нам, конечно, дала. Вот. Началось у нее с того, что она где-то изыскивает по территории какое-нибудь отверстие и убегает. Поначалу в школьный двор, потом стала на улицу. Зимой один раз убежала так, что мы ее не могли сутки найти. Очень боится грома, молния, шума. КамАЗ проезжает на лежачих полицейских, кузов дудун. Все, и она как ушла в стрелу, и ее не могли найти. Потом, спасибо, позвонили. Девушка одна позвонила, говорит, наверное, ваша собака, говорит, из окна дома вижу. Я полетел. Она там в снегу себе какую-то лежанку сделала, переночевала. Господи, сама вся трясется. Забрал, думал, все, уже потеряли мы ее. Ну и все, и вот заборы стали ремонтировать, то все. Ну ей вообще фиолетово. Она находит любое отверстие, и вот ей надо уйти. Она уйдет, погуляет, возвращается. Но так как собака не мелкая, люди, кто ее вообще не знает, боятся, жаловались. Иногда бывает, сижу дома, кто-то в калитку долбится. Не могу понять. Выхожу, ребятишки стоят, и Аюну держат за поводок. Заберите Аюну. Дети, ее никто не боится, она со всеми игралась. Вот. Заберите Аюну. Где она убежала, фиг ее знает. Вот. Зимой снега выпало, я прям видел, она через забор и опять в точку наносится, набегается. Когда еще одна была, как бы полбеды. Когда стала за ней Батыр стал убегать, ну то есть 2 таких дурмашины бегают по деревне, понятно, людям это не будет нравиться, и мне бы не понравилось. И я только когда замечал, что они пропадали с поля моего зрения, я заводил машину и носился, искал их. Ну, Бог миловал, никого не... Ну, они молодые, как бы, они больше только своим видом пугали. А так собаки, я говорю, добрые, поэтому никого не покусали. Ну, теперь уже вот давно-давно, хоть бы такого и не было, мы за Аюной следим. Ну, а Батыр с территории сам не уходит. Тучка налетает. Сейчас надо немножко, у меня тут сено чуть-чуть осталось, затолкнуть под крышку. Вон, видите, там даже сейчас ворот нету, открыто все. Ждал трактор, когда завезет, потом надо будет новые ворота варить. Вот Батыр ходит спокойно, он может в рощу выйти, дойти до 1, до 2, до 3 дерева, пометит их, все, возвращается, приходит. Ну, неинтересно ему куда-то там рвать. Если я позову, он повернется, понимает, что я его зову домой, подойдет к дереву, поднимет лапу, пометит, только потом идет домой. Ну, то есть он обозначился, что здесь есть кто-то. Все, с ним вообще никаких проблем. Скажешь ко мне, ну, бывает не с 1 раза, там, с 3, с 5, ну, подходит. Вот. Аюну можно полдня командовать, она скажет, знать тебя не знаю, и вообще, я тут главное. Поэтому с Аюной весело, но надо ухо держать востро. Как это? Ушки на макушке, короче. Ну вот, если не считать одного этого нюанса, что Аюна женщина гулящая оказалась, вот, в принципе, я с собаками доволен. Свою функцию он не выполняет. То, что я от них хотел, они делают. Я не хотел, чтобы это была агрессивная собака. Я не хотел, чтобы она там бездумно лаяла. Так, ну, пустобрехи же тоже бывают такие. Все, вот они ходят по территории. Если они услышат за тем забором ближе к воротам шум, кто первый? Может Аюна гавкнуть, Батыр туда понесется. Бывает Батыр. Вот, бывает, что там шум тоже какой-то. Я на ночь закрываю эту калитку и закрываю второй вход, где старый сарай, чтобы Батыр, ну, на всякий случай не выходил. Вот. Он находится здесь на территории. Да, бывает, ночью спишь, слышишь, лает. Вот. Но это его как бы прямая обязанность.
Так что собака уравновешенная, собака контактная с детьми, контактная с животными, собака, если приложить хорошо усилия, в принципе, адекватно можно ее потренировать. Я не хотел из нее делать служебную из обоих. Я не хотел из них делать каких-то там супер-пупер. Мне нужен просто был друг, с кем можно было поиграть, пообниматься. Ну и я знаю, что если он залаял, что кто-то по периметру моего дома, кто-то поблизости есть. Мы уже много роликов снимали, показывали их просто отдельно, и шорты делаем, и так ролики рассказываем. Многие мне пишут, кто-то брал контакты Александра, вот, кто-то интересуется, кому-то собаки внешне понравились, кто-то изучил вопрос, кому-то понравились также их характеристики поведенческие и эмоциональные. Вот, так что смотрите, я никому не навязываю, я просто рассказал свою историю приобретения этих собак. Вот. Посадим Аюну в вольер, посадим Батыра в вольер, уберем вот эти вот загородки. Цветы у нас будут не в тюрьме, а свободно жить. Вот. Они перестанут рыть здесь ямы. Вот. Ну и, конечно, на этой территории я надеюсь, что они перестанут гадить. Калитка у меня сделана на ту сторону. Теперь будем, как я так, по крайней мере, планирую. Надо с ними погулять. Выпустил на заднем дворе, пусть они побегали, сделали свои дела грязные. Если, например, пусть это будет зима или не будет каких-то насаждений, ранняя весна или поздняя осень, можно, конечно, запустить их сюда, поиграться, потешиться с ними. Ну и опять в вольер.